Как-то раз Платон сказал, что судьба – это путь от неведомого к неведомому. Но ведь неведомое всегда привлекает, не так ли? При жизни Клод Рене дю Плантье-Гидри был обычным джентльменом с самыми незамысловатыми мечтами. Он мечтал о победах над другими джентльменами в покере, о путешествиях по разным городам, о приятных вечерах у камина. А еще Гидри грезил о том, как женится на даме своего сердца, которую считал самой прекрасной на всем белом свете. Темперанция была девушкой с непростым характером, но именно этим и покорила одинокого повесу. Но однажды она увлеклась спиритизмом. И так уж вышло, погибла при загадочных обстоятельствах. «Судьба ничего не дает вечную собственность», сказал однажды римский философ Сенека. Для Клода Гидри это был не просто удар, а самая настоящая душевная рана, которой не суждено было затянуться. Никогда. Но однажды, вознамерившись увидеть свою возлюбленную еще хотя бы раз, Гидри сам окунулся в загадочный мир потустороннего. Однако отыскать темперанцию никак не мог, но все же он не оставлял надежды найти ее. Именно так извилистая дорога судьбы привела Гидри к тому, что он стал паранормальным сыщиком. И хотя он помогал людям справиться с полтергейстом и злобными духами, поселившимися в их домах, в глубине души он верил, что однажды все-таки падкая на иронию жизнь подкинет ему возможность встретиться с любимой. Время шло, жизнь клонилась к закату. Спустя годы, уже в 20-м столетии, та самая извилистая дорога судьбы привела Гидри в заброшенный особняк, бывший в викторианскую эпоху пансионом, в котором обучали будущих гувернанток. Гидри узнал, что именно здесь особенно сильна паранормальная активность, а возможно даже находятся одни из врат, соединяющие наш мир с другим. Тем миром, что спрятан за гранью неизведанного и укрыт мраком. Неспроста особняк отпугивал горожан, которые обходили его за версту. Здание было давно заброшено и захламлено, но в воздухе чувствовалось некое напряжение. Казалось, что за Гидри наблюдали десятки невидимых глаз, а их ужасающие обладатели готовы были явить себя в любой момент. Гидри настроил аппаратуру и дождался ночи. В полночь старые комнаты словно вздохнули, и за скрипами заброшенного пансиона послышался чей-то жуткий шепот. Никогда еще Гидри не улавливал подобных колебаний аппарата для обнаружения сверхъестественного. Здесь обитали не просто призраки, здесь влачило свое мрачное существование нечто похуже. Долгие годы оно скиталось по темным комнатам в поисках жертв, а не находя, засыпало вечным сном. Но стоило тут появиться живому существу, оно вновь пробудилось.
Гидри был опытным сыщиком, но даже он не ожидал подобной силы, которую чудовище черпало, казалось, из самой преисподней. Видимо, судьба предначертана для каждого заранее. Похоже, Гидри должен был полюбить, а затем потерять свою любовь, чтобы в поисках ее беспокойного духа найти этот ветхий особняк, прибежище темных сил, и оставить, в конце концов, в нем свою жизнь. А может, это просто печальное стечение обстоятельств, и никакой судьбы не существует? Вот о чем думал Гидри в свои последние минуты. Но как тогда объяснить, что, возродившись в этом доме бестелесным духом, он, наконец, встретил ту, на чьи поиски потратил долгие годы и ради кого отдал свою жизнь? Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Не без разницы, и с вами Лёша и Стас. И Винс в нашем проекте «Заброшенный дом». Посмотрите, какой он у нас угрюмый. Ну, еще бы. Дом-то... Ну, а сейчас с утра Винс проснулся. Кстати, его всю ночь охранял необычный идол. Паранормальный сыщик Гидри нашел этого необычного идола в начале 20 века в музее, который облюбовали привидения. Он познал на собственном горьком опыте, что идол не подпускает к владельцу злонамеренных сверхъестественных существ, в том числе темперанцию. Вот так вот. А если вы еще не знаете, кто такая темперация... Значит, вы не смотрели наши предыдущие серии. Значит, скоро узнаете. И, возможно, при встрече с ней вам пригодится такой идол. Так что давай, берем его с собой, пусть он всегда будет с Винсом и сопровождает его. Здесь ночью что-то произошло. Он даже почистить зубы не может. Так что? Мусор надо просто убрать. У нас нет воды. Надо за водой идти. О, и Гидри звонит, смотри-ка. Как хорошо, что призраки умеют пользоваться телефоном. Здравствуйте, Винс. Мне было интересно с вами пообщаться, но вряд ли подходящее время менять карьеру. А что у нас? Гидри спрашивал у Винса, стоит ли ему сменить карьеру? Ну, попробуй сменить, интересно. Ты должен, что, на биржу призрачного труда встать хочешь, что ли? Интересно. Ну да ладно. Так, ну какие у нас планы вообще на эту жизнь, на эту... Вот, посмотри-ка, я говорю, что ночью здесь что-то произошло. Это поработали, видимо, гремлины, которые живут в этом доме. И теперь вся техника просто не работает. Винс, куда ты побежал? Видишь, все сломано. Здесь сломано, на кухне сломано. Да, вот все сломано. Отлично вообще, да? Винсу нужно с этим будет тоже как-то справляться. Ну вот и наши планы на сегодняшнюю жизнь. Пусть сделает себе садовый салат, потому что нужно позавтракать. А планы у нас какие сегодня? В течение ночи Винс неоднократно просыпался, потому что его тревожила эта злосчастная крыса, которая у него живет в спальне. И у него было желание поболтать с Катриной или встретиться с Катриной. В общем, поболтать он с ней хотел, узнать, как у нее прошел день. Поэтому я предлагаю взять Катрину и этот день просто посвятить Винсу. Пусть он отдохнет от этого дома и съездит куда-нибудь в город. Ну, получается, не взять Катрину, а взять небольшой тайм-аут с этим домом, с этой уборкой и с этими... Опять он это делает. И да, можно с Катриной встретиться. Действительно, мне кажется, у нас еще не было ни разу, чтобы мы как-то так легко и безмятежно проводили день. Я тоже думаю, что Винс уже устал в этом доме находиться постоянно. Надо уже сходить куда-нибудь, развеяться. А вот нам пришли счета. 4700. Ну, кстати, скажем так, по-божески. Да, да, прям по-божески. Да, и еще по совету мы все-таки приобрели для Винса черту характера быстрое чтение в магазине наград. Он теперь может читать намного быстрее обычного персонажа. Но надо нам еще купить, кстати, книги, которые улучшают навыки. Вот. И пока мы здесь копались, в этом магазине наград, мы увидели здесь очень хорошую черту характера. Беззаботный.
Беззаботные персонажи никогда не испытывают напряжения. Слушай, давай ее, наверное, тоже приобретем. У него как раз есть баллы, на которые он может ее приобрести. А то он постоянно напряжен. То крыса там у него появляется, то этот дом на него давит. Ну, давай, наверное, для этого дома это самая подходящая черта характера. А еще мы приобрели тоже в магазине наград. Там была награда такая, сакральные свечи. Они вот добавились в инвентарь к Винсу. Теперь у нас много сакральных свечей. Если появятся призраки, их можно будет зажечь. Ну и, кстати, что еще из изменений? Гидри в прошлой серии подарил Винсу свой костюм. Ну, вот Винс его, собственно, и примерил. Ну, кстати, не такой плохой костюм. Правда, вот этот вот платочек, шарфик кашне, или как это, что это такое, да, достаточно развязанно он выглядит. Не сам Нет, платок развязанный, а Винс теперь развязанно выглядит. Нормальный костюм. Ну и тем более, учитывая, что мы сегодня рассказали историю про Гидри, вот походить в его наряде, я думаю, тоже так вот символично. Да, пожалуй. Ну что, поехали? Итак, мы находимся в центре города, в центре Виллоу-Крик. Приехали мы с Катриной. Винс, конечно, мог бы взять с собой и Анжелу, наверное. Но поскольку... наверное, Анжела немножко приболела. Да, но сейчас день, и, наверное, Анжеле лучше не находиться на улице в дневное время. Зато оцените местечко, куда мы решили сходить Это сегодня. Кинотеатр. И Причем, выглядит он вот так. Зловещий, кстати, посмотрите, что в репертуаре. И, да, интересное такое место. Здесь даже оно идет. И Пила, ты посмотри. И Сияние. А Пила, это что такое? А, это Хэллоуин, я перепутал. Пятница 13-е. Ну, вообще отлично. Так что, конечно же, Винс будет смотреть сегодня с Катриной фильмы ужасов. Да, я только сказал, что хорошо бы поехать из дома, да, расслабиться и немножко отстраниться от этих всех ужасов, а Катрина вот уже в ужасе, например. Прекрасное место, мне кажется, чтобы приехать и расслабиться. Что с Катриной не так? Ну, она спятила. видимо, это все пребывание в доме, да? Она никак не может отойти. Так, ну что, давай выбирать фильм для просмотра. Что мы будем смотреть? «Зловещие Симы» или «Полуночная резня». Смотри-ка. Давай «Зловещие Симы» будем смотреть вместе с Катриной. Давай, я задумался просто, что же там будет в итоге. Так, ну, может быть, они как раз еще посидят, пообщаются немножко. В кинотеатре нельзя разговаривать, надо смотреть фильмы. Ну, мы смотрим. Так, и что же? Что происходит? Это и есть «Зловещие Симы»? Или это реклама? Нет, наверное, это уже фильм идет. Но Катрина все еще в ужасе почему-то находится. Потому что она смотрит фильм «Зловещие Симы». Может быть, ей поднять настроение тогда, чтобы она немножко хоть в себя пришла. Это все вот после недели, проведенной у Винса в доме. Ну, а что сказать? Винс, между прочим, нормально справляется. Вот он всегда при параде и вроде не отчаивается. Катрине можно взять с него пример даже в этом смысле. Да, и он еще достиг 3-го уровня в навыке обаяния. А нам, случайно, не нужен навык обаяния, чтобы что-нибудь в доме починить или построить? Я что-то не помню. Навык обаяния нам нужен. Нам нужен он для того, чтобы спальню можно было тогда отстроить уже. Угадайте, кто получил повышение, говорит Анжела. Нет, не вы, и я. Меня ждет успех. Молодец, она же у нас космонавтом работает. Да. Полетит сейчас. После кинотеатра Винс и Катрина отправились в ресторан. Что ж, мы решили сделать день по-настоящему таким детоксом от всех этих уборок и ужасов. Ну, ресторан конечно, просто такой светлый, чистый, не то что дом. Ну да. Ну, конечно, вечером Винс вернется домой, и все уже будет как прежде. Придется разбираться с призраками. Зато он восполнит свои какие-то ментальные ресурсы, немножко на небольшое время какое-то забудет о всех невзгодах. Поэтому пусть отдохнет, пока есть такая возможность. Такой свет яркий, посмотри. Да, их прям вообще... Итак, что мы заказываем? Давай по бокальчику вина тогда. Это не вино, а просто напиток. Ну, нектар. Будем думать, что это вино. А здесь у нас экспериментальные блюда.
Вот, ты, наверное, всегда хотел попробовать яйца с мхом из джунглей и пучком лаванды, да? Прикольная лапша, глазированные роллы из бамбука. А давай роллы из бамбука как раз Винсу возьмем. Я как-то был в путешествии, когда попробовал сыр лавандовый. Сыр, он был фиолетового цвета и написан на нем со вкусом лаванды. Я такой, ух ты, сыр со вкусом лаванды, надо попробовать. И это было самое отвратительное, что я вообще когда-либо пробовал. Это было такое впечатление, что я откусил мыло, немножко с каким-то сырным привкусом. Это было ужасное какое-то... Это было ужасное угощение. У меня, кстати, есть собственный топ самых ужасных продуктов, которые я когда-либо пробовал. И вот этот лавандовый сыр, он входит в этот топ. Еще в этот топ входит японская пицца, которую я пробовал на японском фестивале. Там вместо теста какой-то был рыбный запеченный фарш. И это было как основа. А сверху был какой-то более жидкий рыбный фарш. В общем, это было странное блюдо. А третье, что мне не понравилось, ладно, уж поделюсь всем топом, это сосиски в гостинице во Владивостоке. А какое у нас вообще? У нас сейчас весна, да? Да, весна. 10-й день весны, осталось 4 дня и наступает лето. Но пока Винс, кстати, у нас находится в городе, может быть, ему тогда нужно заглянуть в библиотеку, здесь как раз рядом она находится, в Виллоу Крик, и с помощью компьютера купить себе книги по навыкам, чтобы тоже изучать навыки, ну и в том числе следующую книгу по вампиризму, потому что дома он купить не может, дома нет электричества. Кто идет в библиотеку в 8:30 вечера, тот Винс. Винс приехал в библиотеку. Смотрите, людей-то вообще нет, а мы вообще сюда попадем, по-моему... А ты думаешь, закрыто? Мне кажется, для Винса ничего не может быть закрыто. Давай купим тогда по робототехнике книгу. Нам нужно развить робототехнику аж вообще до 10 уровня. И писательство давай возьмем. А когда он это разовьет уже более-менее нормально, ему писательство нужно довести до 5 уровня, чтобы он мог отстроить библиотеку. Кухня важнее, чем библиотека, согласен? Ведь в доме, если есть библиотека, но нет кухни, как-то книгами-то сыт не будешь. Нет, конечно, интеллектуально ты будешь сыт, но голод будет присутствовать все-таки. Ну, дома пока тихо. Ну как тихо? Посмотри, какая тишина здесь. Тишина, уют, спокойствие, гармония. Да. Но время 12:30. Слушай, здесь сломано просто все. Это, вот так это вот. Называется дома все в порядке. Здесь все хорошо. Зато Винс очень хорошо прокачает свой навык механики. Но сейчас я что, думаю... будет час ночи прокачивать этот навык? Нет, но сейчас-то он этим, конечно, заниматься не будет. Ну, хотя бы один душ починит. Хотя, с другой стороны, кстати, смотри, у него же тут воды нет, правильно, сейчас? А при этом вода течет. Как хорошо можно было бы сейчас просто под эти струйки залезть, помыться и... И лечь спать. И лечь спать, да. И не надо было бы ничего изобретать. Ну да, кстати, хорошая идея. Вот, слушай, мы вы выбрали вот это вот спокойствие, и как оно называлось вот за 3000 купонов? Беззаботный. Ну вот, что, ты посмотри-ка. Ну, конечно, видишь, у него теперь нету напряжения. Ну и все, пора ложиться спать. Наступило утро. И жизнь почти прекрасна, ведь за ночь не произошло ничего страшного. Вот ни один призрак даже не появился здесь. Но прежде чем заняться делами, сегодня у Винса, конечно, очень сложный день. Вся техника в доме сломана, нужно будет ее ремонтировать. Но прежде чем заняться этими делами... Стоит обратить внимание на вот эту книженцу, которая парит в воздухе. Да, вот на этот дневник. Давай-ка его прочтем. Ну да. Итак, дневник Элизы Уизерби, часть 4. Второй день лета 1890 года. Весна прошла безвозвратно, и вот уже жаркое дыхание лета обдало наши печальные лица. Длинные ночи наполнены стрекотом цикад и ароматом желтых лилий. Любимые цветы. Но моя подруга Ева сказала, что эти цветы кладбищенские, поэтому напоминают ей о смерти. О смерти, произошедшей тут, в пансионате. Я отнесла 2 лилии на могилу Марии. Все эти дни, когда духота прижимается к окнам, я вспоминаю слова Марии, сказанные из могилы.
«Ты следующая», — произнесла она. Это не могло быть сном, нет. Или все-таки сон? Вот только я заметила, что леди Агнеса стала придираться ко мне по пустякам. Так и норовит отправить в комнату наказаний. Что, если я никогда оттуда не вернусь? Как Мария. 4-й день лета 1890-го. Девочки шепчутся, что каждую ночь слышат хлопанье дверей, тихие таинственные шаги. Как только одинокая луна восходит на темном небе, леди Агнеса поднимается на чердак, туда, где страшная комната наказания ждет, словно голодное чудище, очередную жертву. Вчера мы с Евой решились на отчаянный шаг. Я не могла больше выносить чувство безысходности, поэтому после занятий, когда леди Агнеса удалилась в свои покои, а у нас выдалось свободное время, мы отправились на чердак. Пахло там скверно, стариной и пылью, а посреди комнаты мы обнаружили старинный круг. Даже скорее пентаграмму, нарисованную на половицах. Внутри нее меня сразу обуял жуткий холод, и навалилось такое отчаяние, что я готова была умереть от тоски. Пока мы осматривали замысловатые рисунки и удивительные свечи, то и не заметили, как сумерки плотным покрывалом укрыли округу. Мы с Евой услышали, что кто-то поднимается по лестнице, и не нашли ничего лучше, как спрятаться за первой попавшейся дверью. Каково же было наше изумление, когда мы осознали, что находимся в той самой комнате наказаний. Но еще больше я удивилась, увидев замочную скважину темный силуэт. Что-то шепча на неизвестном мне языке, он встал в центре круга, явно призывая нечто. Нечто не из мира сего. Длинная черная сорочка, по плечам рассыпались тоже черные, как сама ночь, волосы. Внезапно я узнала в силуэте леди Агнесу. Мурашки по коже. Она зашептала заклинания, вызывая древних демонов или еще чего похуже. Ева заплакала, а леди Агнеса вдруг замолчала, вероятно, услышала посторонние звуки. О, святые угодники! Мы попятились от двери, слыша ее тяжелую поступь. А затем дверь распахнулась, а на пороге возникло кошмарное существо, которое может пригрезиться лишь в самых жутких снах. Оно рвануло вперед и схватило Еву. Я сразу обессилила и провалилась в холодную призрачную мглу. Кажется, я сказал, что утро прекрасное, жизнь прекрасна. Да нет, все-таки, пожалуй, не такое прекрасное после прочтения этих страниц. Ну да, история здесь, конечно, жуткая. И становится с каждым дневником все более жутчайшей. Да, поэтому Винс, собственно говоря, сделал то, что и должен был сделать после прочтения таких страшных страниц. Ну что, давай посмотрим, какое у Винса настроение. В принципе, все неплохо, за исключением того, что ему бы покушать. Но он испытывает дискомфорт из-за невыносимой грязи, которая присутствует в доме. Вот вроде бы, да, купили мы в магазине наград ему специальную черту, беззаботность, но тем не менее напряжение ушло, а остался дискомфорт. А осадок остался. Ну, что сказать, если бы у меня была такая черта характера, как беззаботность, меня бы не особо тревожила грязь вокруг. Но вот видишь, а Винса тревожит. Все-таки мы разные. Итак, Винс позавтракай сейчас, ну и начнем тогда заниматься... Подожди-ка, а почему все прекратилось? И чем же мы будем заниматься? Подожди, а что на 3-м этаже? Там тоже еще был какой-то переполох. Так, погоди-ка. Ты смотри, кто же это у нас, интересно, все починил? Может быть... Может быть, нам и не надо чинить больше ничего? Может быть, оно ломается, а потом мы справляемся? Ничего чинить не надо. Действительно, все в порядке. Было просто здесь ужасно. Так, я снова меняю свою позицию, и жизнь прекрасна, и жизнь удалась. Просто ничего не надо делать. Ну, плиту нужно починить. Может быть,
здесь все-таки появился ночью Гидри, мы его не видели. Вообще я не видел никаких призраков здесь. Он решил нам все починить. Может быть, он починил все это? Ну а что ему еще делать? Он же призрак. Может быть, это леди Агнесса вернулась и такая мокро. И решила все починить. Может, да, ей тоже неприятно находиться в такой обстановке. Солоноватая вода. Такой особый аромат может быть только по-настоящему природной застоявшейся воды. Со всеми натуральными добавками. Вот еще что добавляет Винсу дискомфорт. Каждый раз мне немножечко тревожно, когда он начинает чинить какой-то электрические приборы. Да. Ну, наверное, да, потому что тогда в любой момент челлендж может закончиться. Ну да. И он станет примерно таким же обитателем этого дома, как и вот эти вот шарики, как и Гидри, как и Темперанция. Да. В гости пришла Катрина. Привет, ты такой потрясающий человек. И в знак благодарности я хочу вручить тебе особый подарок. Хочешь узнать, что это? Ой, посмотри-ка, здесь ух ты, какие подарки призраки. Ты принесла с собой, Катрина, супер. Винс не может подойти даже к Катрине из-за этих призраков. Давай-ка сделаем тогда подношение. А почему они появились здесь среди дня? Вот ночью не было никого. Интересно, что можно душу предложить? И как это будет? Нет, не понравился ему подарок. И что, они теперь мстят? Ты посмотри, что они тут вообще делают. А что, может, им надо еду какую-то предлагать? А, они ушли. И все, и пропали. Ну, Катрина. Давай подарок. Надо ее успокоить немножко. Где твой подарок? Ты же сказала, что у тебя есть нечто особенное. Ну, давай подарок-то. Ты не против, если я здесь еще побуду? Так, и что же она решила подарить Винсу? И что там? Редкие растения. Посмотри-ка. А хорошее растение? Давай посмотрим, что же здесь находится. А вдруг она нам денежное дерево дала? Мы такие близкие друзья, что нам стоит поселиться вместе. Может, я к вам перееду? Нет, Катрина, это нехорошая идея. Винсу некогда. После долгих размышлений Винс решает, что не хочет, чтобы Катрина к нему переезжала. Нет, ну, во-первых, конечно, у нас по челленджу это не предусмотрено пока. Пока Винс больше половины дома не сделает, то и к нему никто, собственно, переехать на постоянной основе, собственно, и не может. Вообще, какая она хитренькая. Помнишь, как она вообще изначально к нам заселилась? Такая, привет, как дела? Чё? Ой, я уже и заехала. Ну, и да. Сейчас такая, ой, а у меня подарок для тебя есть. Хочешь посмотреть, что это? Мы посмотрели, и она такая, ой, а давай вместе жить. Какая напористая Катрина. Интересно, что она хочет? Так, она нам подарила, смотри, стебельки, вот растения стрелиция. Нет, мне это не подходит. Мне нужно денежное дерево. Но они стоят 51 симлеон, и, кстати, Винс их может посадить. И что они нам будут давать? Плоды они будут давать какие-то, надеюсь? Ну, какие-то цветы, конечно, они будут давать. И смотри, Винс достиг 5 уровня в навыке садоводства. А это значит, что теперь он может делать внешнюю отделку всех стен. Слушай, а так внезапно просто посадили пару цветочков, и бац, и теперь мы можем ремонтировать фасад внешний дома. А может быть, сразу тогда отремонтируем? А давай, да. Чего время-то терять? Пока Винс занимается, согласен, но да. За это нужно будет заплатить 5000. Ох, ладно, нам все равно эти 5000 рано или поздно надо будет тратить. Пока Винс занимается у нас садоводством, мы отреставрировали первый этаж. Ну, с внешней стороны. И разница, что называется, налицо, мне кажется. Дом стал посветлее, поуютнее. Подружелюбнее. Подружелюбнее, да. Конечно, намного лучше стало. Ну, мы убрали все трещины, которые здесь были, всю грязь, которая налипла на окна.
что там еще, плющ какой-то и паутину, вот вот это вот все, да. Ну и заодно решили как-то немножечко посветлее его все-таки сделать. Смотри, если первый этаж представить, если представить, что весь дом такой будет, он же будет вообще роскошно выглядеть. Ну да, мне в принципе нравится, такой светлый. Угу. Катрина опять уже звонит. Не успела уйти. Всегда приятно вас слышать. Как вы думаете, Сара Фрейзер заслуживает моего внимания? Давай скажем ей, Да что... я понятия не имею, кто такая Сара Фрайер твоя. Не знаем. Так, Винс, а что случилось? Он почему-то здесь Уничтожил дерево? прополол растения, и они пропали. Мы собрали часть растений. У нас есть 5 лимонов, которые мы сразу продаем за 150 симулеонов. Есть 25 цветов шалфея. И 375 миллионов получаем. Эх, розы, кстати, такие по цене хорошие. А, вот это Вот, хорошая львиный штука. зев, кстати, тоже, смотри-ка. Мгм. Розы, да, у них очень хорошая цена, у нас их не так много. Всего 4, а 576. 576. Но мы оставили один розовый куст, чтобы Винс сейчас с него в свой багаж собрал урожай, и мы тогда можем еще посадить несколько роз. Мы, кстати, поставили еще утилизатор. Здесь можно переработать. Посмотри-ка, сколько всего можно переработать. Это то, что у него в багаже семьи лежит. И сейчас как раз посмотрим, насколько у нас освободится багаж. А деньги всего мы не этого получим хлама. за это? Нет, деньги не получим. Жаль. Ну, я думаю, Винс неплохие ресурсы сейчас должен собрать. Очень даже неплохие. А смотри-ка, мы получили какие-то деньги. Вы впервые получили детали и запчасти. Так, а я не пойму. Посмотри, у нас прибавилось 5000. 5000 симулеонов. А это кто еще пришла? Так, она меня отвлекает вообще. Так, пришла наша это... Анжела пришла в гости. Винс, ну иди, пригласи уже Анжелу. Она пришла и сказала, что пригласи хочет здесь, даму. хочет здесь помочь с уборкой. Или с чем там она хотела помочь? А, кажется, у вас что-то сломалось. Нужна помощь? Конечно, нужна. Заходи, Анжела. Знаешь, она чини. сейчас она зайдет что-то починить, а потом такая: ой, ну может съедемся? Как и Катрина. Угу. Попробуем этим духом сделать еще подношение. Глянь, все получилось, ему понравилось, и он дал нам какой-то подарок. Потусторонний воск. воск. Можно продать коллекционеру диковинок за 300 симулеонов, либо изготовить самостоятельно сакральные свечи. А что бы лучше было? Вот и Гидри наконец-то здесь Ура! появился. Гидри пришел. Я очень рад. Ура. Давно не виделись, Ура, Гидри. ура. Я надеюсь, Анжела тут что-то делает хотя бы. Или просто так ходит. Ты же хотела помочь. Ну, Ну да, здесь пыльно, но ты могла бы протереть пыль. убраться. Может быть, нам все-таки попадется это дерево денежное. Да, обязательно попадется. Мечты, мечты. Что? Винс не хочет узнавать, что прячется во тьме. Ему теперь страшно находиться О, в темноте. Появилась. приперлась. Пришла все-таки тоже сюда. Слушай, вот какая, да, ночь прошлая была спокойная. Вообще, какой день был, в принципе, ну, неплохой. В кино сходили, в ресторанчик сходили, призраков не было, а тут... Ага, а теперь Винс в ужасе только пребывает. Винс, короче, нашел очень много всяких предметов. Горсть черники, сморчок, ананас. Но вот денежное дерево так и ему не попалось. Но самое интересное, что весна подходит к концу, и у нас пошел снег. Что бы это могло значить? А темперация вот все стоит над душой и ничего А не вот что делает. у нас здесь стоит? А прогнать ее можно? Возле Винса прям встала. А если идола сюда поставить? А поставить надо рядом с ней. Ну и чё стоишь? О, посмотри-ка. Ну-ка. И что, ей не нравится, да? Ну, видимо, ей не особо это нравится, посмотри-ка. Бедная темперанция. Ну а чё стоять-то тогда? Уже пора бы отсюда и уходить тогда. Убегай скорее. Уноси свои косточки отсюда. Уноси свою эктоплазму. Ну что ж, время уже 2 часа ночи. Винс все никак не зайдет домой и не ляжет спать, но пора ложиться уже.
Зато у него тут тусовка настоящая. Трэвис, который здесь же в этом доме и погиб. И вот он сюда же и вернулся. Ну что, на этом будем тогда заканчивать. Да, но можно резюмировать, что в принципе получилось все неплохо, так много было сделано дел. В кино сходили, в ресторан сходили, первый этаж дома, фасады отремонтировали. И еще и дневник прочитали, и приблизились к загадке этого дома. Ну, точнее, вопросов стало еще больше, но чуть-чуть, наверное, сделали шаг вперед. Друзья, спасибо, что были с нами. Оставайтесь также на канале «Не без разницы». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на нас ВКонтакте. И до следующих видео. Всем пока. Пока.